Всем привет! У каждого человека наверняка найдется пара джинсов, которые вы не носите. Возможно, они порвались или слегка надоели. Может быть, они стали вам немножко малы или велики. Такие джинсы легко превратить в оригинальную юбку. Джинсы можно использовать абсолютно любые. Если же вы не хотите расставаться со своими джинсами, джинсы ваших ближайших родственников и друзей тоже подойдут. Я буду использовать мужские джинсы. Для начала определимся с длиной. Для этого складываем джинсы пополам, отмеряем спереди вниз необходимую длину с учетом припуска 3 см и отрезаем сразу 2 брючины. Замочная часть спереди нам не понадобится, поэтому находим долевую и отсекаем застежку, средний срез и шаговый срез спереди. Давайте делать. То же самое делаем и с другой стороны. Для этого отмеряем участок снизу, который у нас остался, чтобы линия была ровной. Разворачиваем наши джинсы. Отмеряем этот участок от бокового шва. И проводим вот такую вот вертикаль. Отсекаем излишек. Далее отпарываем поясок по задней части джинс на небольшой промежуток. Также отделяем наши задние шлёвки. Давайте делать. На задней половине брюк также находим долевую, отсекаем средний шов и шаговые швы. Давайте делать. Измеряем снизу свободный участок, откладываем эту длину с другой брючины и делаем то же самое. Для дальнейшей работы отпарываем временно карманы. Свои карманы я отпорола, шлёвки тоже, часть пояска сзади у меня тоже отпорота. Теперь складываем детали, уравняв по боковым швам. Для этого прокалываем их иголками. Формируем линию рельефа для переднего и для заднего полотнища юбок. Делаем, как нам нравится. Для переднего полотнища юбки мы уже это сделали. Переносим ту же самую вертикаль и на заднее полотнище. Давайте ее измерим и сделаем то же самое. Линия может быть абсолютно любая. Может быть просто прямая линия какая-то, может быть какая-то фигурная линия. Я захотела вот такую. Измеряем ширину.
линии рельефа переднего и заднего полотнищ у нас готовы. Теперь давайте зададим припуск 1 сантиметр. Делаем это к центру и здесь тоже к центру. Обводим линии и по ним будем срезать. Вот что стало с нашими джинсами. Мы отрезали абсолютно все, что нам было не нужно, сформировали новые линии рельефов, а теперь мы будем их дополнять нашими срезанными брючинами. Итак, что мы имеем? Мы имеем 2 отрезанные брючины. Для заднего полотнища юбки я буду использовать вот такой вот отстроченный уже готовый шов. Очень удобно. Но, возможно, мне нужно будет распороть немножко припуск, чтобы я его подогнала под свой поясок. На другой штанине, которую я буду использовать для переднего полотнища, никакие швы мне не нужны, потому что по всей длине юбки я буду вставлять молнию. Далее накладываем нашу срезанную юбку на 2 брючины. Распрямляем, все расправляем красиво. И сравниваем со своей меркой полуобхвата бедер. Если есть необходимость, раздвигаем. Если нет необходимости, сдвигаем. У кого какая мерка. Может кто-то сделать чуть-чуть побольше на переднем полотнище, выдвинуть, чтобы была возможность подогнать по фигуре. Тоже очень-очень удобно. То есть припуск мы в этом случае не используем, потому что джинсовая юбка должна сидеть очень-очень плотно. Вот так вот. Давайте теперь обведем все наши рельефчики. Там, где мы срезали, по линии среза. Это все сделаем очень красиво. У меня такая будет вогнутая линия. Я думаю, что будет очень интересно. Поясок мне придется подкроить. Делать я буду из кусков, которые у меня и в дальнейшем получится очень много, потому что я буду резать и не переставать резать. Но у меня уже есть куски, мне они нужны для подкройной обтачки внутри. Линию переда делаем абсолютно ровной, чтобы она у нас была красивой. И замок, молния, чтобы вошло у нас очень правильно. Ведем все это вниз. Вот так. Классно. Теперь то же самое делаем и для заднего полотнища юбки. Обводим весь наш рельеф. Шов у нас уже готов. Ну и, в принципе, только потом дадим припуск. Ну, давайте сначала обведем. Так. Как раз сзади мне придется немножко распороть, чтобы я могла удачно и красиво все это вогнать под свой поясочек. Даже можно сделать чуть-чуть поменьше здесь, как бы, чтобы получилось как выточка. Вот так бы я буду делать. Все мы удачно обрисовали. Давайте теперь снимем нашу юбочку, будущую. И вот мы такие линии имеем. Вот это у нас заднее полотнище, вот здесь у нас переднее полотнище. Теперь быть нужно очень внимательным, чтобы дать припуски. В этом случае, когда мы обрисовывали нашу юбку, мы обрисовывали ее по срезу. Теперь нам нужна линия стачивания. Линия стачивания это будет 1 сантиметр. И после этой линии стачивания еще 1 сантиметр нам нужно дать для среза, чтобы срезать уже по этой линии. То есть у нас уже будет в этом случае припуск. Итак, мы имеем линию стачивания. От нее отмечаем еще раз 1 сантиметр. И уже по ней будем срезать. Делали мы это для того, чтобы понять конфигурацию наших рельефов. Поэтому мы обводили по срезу уже готовому нашей юбочки. Теперь мы должны быть очень точны, чтобы у нас не сузилась наша юбка. Поэтому даем и по переднему, и по заднему полотнищу линию стыка, линию шва 1 сантиметр. Плюс припуск от этой линии еще 1 сантиметр. Вот таким образом. И можно уже смело после этого резать.
Для себя я немножко здесь оставила пошире. Возможно, я буду делать выточки. То есть немножко я уберу по фигуре, я еще посмотрю. Ну, уже я готова срезать. Давайте резать. Готово. Небольшой припуск сантиметровый спереди для молнии. И остаток снизу тоже срезаем. Ну, в принципе, с кроем мы закончили. Вот это все нам не нужно. И остаются у нас вот такие вот детали. Это наши новые детали, которые, конечно же, мы будем добавлять к нашей очень красивой оригинальной юбочке. Начинаем обработку с заднего полотнища юбки. Для этого нашу новую деталь складываем, уравниваем по срезам, на 1 сантиметр сметываем, делаем строчку и обметываем. Делаем это с одной и с другой стороны. Так, что же мы имеем? Мы отстрочили наши швы, мы соединили задние полотнища и обметали эти швы. Давайте теперь их заутюжим к центру. И с лицевой стороны уже сделаем отделочные строчки, кто сколько хочет. Я буду делать 2. Нашу деталь заднего полотнища мы красиво отстрочили. Теперь давайте закончим с нашим пояском. Излишек, если он у вас есть, срезаем. Вставляем внутрь нашего пояска, чтобы он оказался закрыт и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны. Устанавливаем наши шлёвки. У меня они по модели должны входить в мой поясок. Если они у вас просто настрочные снизу, сделать это можно после закрытия пояска. Прокладываем одну строчку соединения, закрепляем наши шлёвки сверху. Вот и все. Далее возвращаем наши карманы на место. Прокладываем строчку по всему периметру кармана. Заднее полотнище юбки полностью готово. Карманы на месте, поясок на месте. Все выглядит очень красиво. Приступаем к переднему полотнищу нашей юбки. Для переднего полотнища при формировании нашего рельефа мы срезали наш поясок, потому что там была петля и пуговица. В новой же юбке мы поставим длинную молнию по всей длине нашей юбки, поэтому нам необходимо сделать небольшие кусочки, которые будут играть роль подкрайной обтачки. Для этого вырезаем из огромного количества кусочков небольшие маленькие обтачки. Давайте это сделаем для одной и другой половинки по ширине нашей детали. Притачиваем наши обтачки к одной и другой детали. Для этого накладываем лицевыми сторонами внутрь и прокладываем строчку на 1 сантиметр. Соединяем наши рельефы, уравнивая по срезу. Скалываем наши обе детали. Обтачка в этом случае у нас пока свободная и открытая.
Прокладываем строчку на 1 сантиметр до обтачки. Делаем это с одной и с другой стороны юбки. После того, как шов готов, его необходимо обметать. Давайте займемся нашей обтачкой. Изделие с изнаночной стороны смотрит на нас. Перегибаем нашу обтачку на изнаночную сторону. Расправляем наш припуск, который мы давали 1 см на соединение нашей обтачки и основного изделия, так, чтобы он смотрел в разутюжку. Складываем наш свободный припуск на 1 см, столько же, сколько имеет поясок, чтобы у нас закрылся вот этот как раз срез. И выполняем строчку на 1 см. Давайте выполним. После того, как мы выполнили с одной и с другой стороны наши обтачки, давайте срежем наше утолщение, которое образовалось на наших углах. Делаем это наискосок. Здесь у нас тоже такое большое соединение, очень плотное. Я его тоже попытаюсь вырезать, насколько мне это позволит. То есть это там, где у меня был мой поясок, который двойной. Он очень-очень толстый, и я вот это хочу убрать. Вот так. Теперь давайте все это вот так вот вывернем, выправим наш уголок колышком. И после этого можно уже все это приутюжить к центру, все наши швы, и выполнить отделочные строчки. Отделочные швы на обеих деталях готовы, наша обтачка пока свободна. Самое время обметать на одной и другой детали наши раскрытые срезы. Наши швы готовы, и мы их обметали на оверлоке с одной и с другой стороны. Самое время притачать нашу молнию. Для этого берем нашу молнию, лицевой стороной накладываем на лицевую сторону нашего изделия. Начинаем притачивать снизу вверх, используя узкую лапку. Делаем это на сантиметр. Доходим до нашей обтачки, там, где у нас будет заканчиваться наша молния, пока наша обтачка еще свободна. Наша молния соединена с одной стороны с основной деталью переднего полотнища. Давайте теперь соединим ее с другой стороной. Она у нас в закрытом виде. Накладываем нашу вторую половину, уравниваем точно так же. И строчку в этом случае делаем сверху вниз на 1 сантиметр. Соединяем для начала булавками и прокладываем строчку. Обтачку пока не трогаем. После того, как мы втачали нашу молнию, необходимо закрыть нашу обтачку. Для этого расстегнем слегка наш замок для удобства в работе, перегибаем нашу обтачку на лицевую сторону одновременно с хвостиком нашей молнии, так, чтобы у нас наш припуск был в разутюжку. Тот же принцип, который мы использовали при соединении нашей обтачки с пояском. То же самое. Припуск снизу мы загнули на 1 сантиметр. Давайте поставим иголку и, используя всю ту же узкую лапку, прокладываем строчку на 1 сантиметр. Делаем это с одной и с другой стороны. Давайте теперь все это вывернем на лицевую сторону. Расправим колышком наши уголочки. И можно будет сделать отделочную строчку сверху, там, где вам нравится, на 1 мм, на 2, на 0,5, где вам интересно. Вот так все смотрится очень-очень даже красиво.
После того, как мы выполнили отделочные швы на нашей молнии, самое время закрыть наши обтачки. Делать это надо с изнаночной стороны на расстоянии 1-2 мм от сгиба. Мы упорно двигаемся к завершению нашей юбки. И последний завершающий этап – это обработка нашего низа. Низ можно обработать швом в подгибку с открытым или закрытым срезом. Я буду обрабатывать швом подгибку с открытым срезом. Для этого сначала я пройду его весь на верлоке и потом закрою на 2,5-3 см. После того, как мы сделали отстрочку, необходимо проутюжить все изделие полностью. Юбочка готова, и мне она очень даже нравится. Мы выполнили такие интересные рельефы. Если вы используете другую джинсовую ткань, если у вас вдруг оказалась какая-то еще в наличии пара джинс, можно сделать многоцветие. То есть вы можете сочетать много разных цветов, тоже получится очень креативно. Свой замок, который я использовала, он очень удобен. Сверху ключ мне нужен для того, чтобы открывать юбку и одевать ее на себя. А внизу я его буду использовать в качестве своего разрезика. И также могу регулировать длину и высоту разреза. Тоже очень даже удобно. Сзади наша юбка смотрится вот так, замечательно. Те же самые рельефчики. Выглядит очень гармонично. Ну вот и все. Из ненужных джинс получилась очень нужная юбка. Спереди она смотрится замечательно. Мне очень нравится. И сзади она смотрится тоже очень даже классно. Такую юбку вы сможете пошить в течение часа. И самое главное, она ничем не напоминает старые джинсы. Дерзайте, подписывайтесь на мой канал, делитесь впечатлениями и оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы не пропустить вновь выходящие видео. На сегодня все. Всем пока! Je vous le promets, j'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes de mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça à n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer